Так, всем доброе утро. Сейчас 5 утра, рассвет в Тайгане сейчас будет. Вообще никого, нет людей. Немножко прохладновато. Летают вороны. В этом году отдохнуть от суеты захотелось не только мне, поэтому со мной едет мама. Мы остановились в гостинице. Заехали мы вчера, ближе к вечеру. Вот вам некоторые кадры из прошлого дня. Потом мы вернемся в это утро. А у нас опять пополнение. А вот папашка. И опять при нас бассейн закрыт. Может быть, опять реставрация. В общем, мне не везет с этим бассейном. Итак, новости Тайгана. Павлинята. Как вам такое? О, какая милота. Кенгуренок в сумке. Не, я так просто присела. О, пошли Смотри, козы, я пошли никогда козы. Я никогда не видела, чтобы кенгуру прыгала. Так, да. О, бодаются, тут драки целые. Им еду бросили. Сразу сбежали. Покатушки. Тут беседку нашли, памятник тигренку Алтаю, которого украли из парка Львов Тайган. Или из сказки, нет, из Тайгана, скорее всего. Без комментариев, вот надпись и да, грустно. Без 2 минут 8, вот мама, вот смотровая площадка. Вот здесь должны были поместить слонов, даже вот такие статуэточки сделали. Но, к сожалению, слонов не завезли. Ну, ничего, зато много других животных. Закат в Тайгане. Куда мы забрели, куда мы идем? Какие-то запрошенные тропинки. Бадминтонное поле. Это что-то для сотрудников? О, смотрите. Здесь, оказывается, страусы. Да, Тайган полон загадок. Пошли дальше. Страусы высиживают яйца, надо же. Высаживают. Высиживают. Высаживают. Ну, ладно, высаживают. Их высадили и не сидят. Кыш-кыш-кыш. Привет. Привет, молодняк. Чё, как дела? Рассказывай. Все хорошо, да? Вечер, люди ушли. Музыка закончилась, начались концерты львиные, да? Сейчас вот этот лев резко подошел, или львица, мамаша отпрыгнула. Не, это мальчик, по-моему. Начинается немножко грива. К вам тут никто не приходит, да, вот тут далеко. Нас позвали на экскурсию полетать. То есть это, скорее всего, были какие-то полеты на вертолете. Вот здесь раньше ездила машинка с туристами. Теперь не ездит пока. Ну, надеюсь, еще будет. Потому что, а как же ж без этого? Возможно, чук. Метит территорию. Чук — это вожак на данный момент. Та самая машина. Лев в огромном вольере пытается прокопать яму в клетку. То свиньи подрались. Мне кажется, обезьяны. Звучит смешно. Вот здесь в свое время я купался года 3 или 4 назад. Вот прямо здесь, среди этих львов, было лучшее сафари, ссылка в описании. А до этого здесь были крокодилы. Крокодилов съели. Потом здесь еще фонтан работает иногда. Львиная тропа. Они вот ходят по вот таким протоптанным тропинкам. Сами их прокладывают. Свои у них тут маршруты. Месяц там вышел. Водопой. Место, где нашли Рому в 15 году, когда я сюда ездил. Вечереет. Но здесь вообще редко можно увидеть львов. То ли потому, что здесь много кустов, то ли потому, что их кормят в другом месте.
Но они сюда тоже приходят, пьют воду. Странно, уже зоопарк давно закрылся. Уже, наверное, час или два. Вот, уже темнеет вовсю, а все равно это все играет. И музыка, и объявления для посетителей. Смотрите, вам, наверное, плохо видно. Но здесь появились такие вот лемуры. Лемур Вари. Привет. О, мягкий такой. Почесать тебя, да, почесать. Тебя тоже почесать? Эй, привет. Привет, привет. Привет. Музыка выключилась. И можно услышать настоящие звуки тайгана. Ну, не заводящаяся машина, как сейчас. Вы, кстати, Зубкова видели недавно. Это был лемур Вари. Что-то они не поделили. Вот это крики вообще, ребята. Я не знал, что вы здесь теперь самые шумные. Слушай, лемуры Вари гораздо громче, чем наш Бантик, когда говоришь, кто там. Ну, так это понятно. Бантик — это собака для подписчиков, объясняю. О, только пробежал, все успокоились. Что происходит? Все уже уснули. Вот там начинает светать. Первые лучи. Это происходит в 5:26. Вот этот лев очень похож на малыша. По-моему, это он. Самый спокойный лев для фотосессий. Эй, ушастики, привет. Малыш. 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 Вороны подъедают за львами. Ну-ка. Там мы остановились. Гостиница находится прямо у входа. Мы в зеленом корпусе. Здесь поставили пожарную машину. Ой, да. Привет. Здравствуйте. Это кто? Белый лев. Пенос. Красавец. Страусы тоже проснулись. Тоже что-то новое строят. Парк развивается вовсю. Опять началось рычание. Не дотягиваешься, да? Бедный. Нечестно, ты попал куда-то. Серьезно, где ты там? Вернулся. Мостик для шимпанзе в другую клетку. Павлиненок. Прохожу мимо тигров. За мной следят. А тут Тайгановское водохранилище, в честь которого, я слышал, названный парк. И вот такой здесь вид открывается на парк и окрестности. Амурский леопард, между прочим. Отдыхаем. Гамадрилята. Мишка спит еще. Некоторые бурные животные, некоторые еще спят. Поэтому тут надо, конечно, на целые сутки останавливаться, чтобы всех застать бодрыми. Альпака.
Очень удивилась, что я тут пришел так рано, скажи. Кроме меня тут из людей никого нет. Хотя странно, постояльцы гостиницы есть, а никто с рассветом не просыпается. Тут очень красиво, когда рассвет, никого нет, можно потрогать всех, походить, посмотреть. Ну, не потрогать всех, конечно. А, кстати, здесь где-то ходит по территории косуля, вот примерно такая, только без рогов. Да, привет. О, липкий язычок. Привет. У меня нет с собой еды, извини. Белый тигр. Ушел. Там пантера. Наконец-то я нашел волков. Да, ребята, здесь есть волки. Волчата совсем. Мама ваша где? Привет. А тут, ребята, гиеновидная собака. Нет, подожди. Это гиена даже. Это гиена. Не помню, как его зовут, Тимон или Симон? Я, видимо, до этого участка так никогда и не доходил. Тут вон рысь сидит, на меня смотрит. Что смотришь? Я с миром пришел. Здесь уже прям волки. Уже взрослые. Черный волк. Да. Грифы. Сюда можно бросать еду, в принципе. Также заходите в зоопарк «Сказка». Это тоже парк Зубкова. Весь этот праздник природы вообще. Действительно. Очень красиво, что тихо. Ну как тихо, орут птицы. Если вы хотите увидеть павлинов с длинными хвостами, приезжайте ближе к июню, может быть даже в мае. Нет, их не обдирают, у них начинается линька. Это вот такие здесь животные появились. Да. А где-то еще есть кошачьи лемуры, кстати. Смешно. Кричат друг на друга, смотри. Все в сене. Пузо в сене. Всех разгоняет вокруг, смотри на него. Козел какой, а? А кенгуру наблюдают со стороны. Размножаются, значит, им тоже здесь хорошо, да, приятель? Что происходит? Что вы такие сегодня целые погони, смотрю на них. Козлу все надоело, он решил всех разогнать отсюда. Ни разу не слышал, чтобы козел так орал. Истошный вопль какой-то. Смотри на него. Что происходит? Назовем этот влог «Бешеный козел». Ух ты. А тем временем покатушки. Покатушки. Смотрите, они сами тут катают друг друга. Он от козы их всех отгоняет. Ну что-то он как-то всех подряд. Привет. Опа. Пополз куда-то. Куда пополз? Скажи, вы тут орете все? Непонятно зачем. Хрюшка-тушка, Хряк Иванов. Обычное тайгановское утро. Да? Видимо, памятник крокодилам, которых здесь съели львы случайно. Ну, как случайно. Вот здесь прям хорошо видно. Настоящая львиная тропа. А вот здесь львов кормят обычно в 10 часов. Ну, а пока, как видите, я тут один. Вот я. Пару слов о том, что не так с сафари. Пару лет назад, кстати, перед тем, как я последний раз ходил на сафари, во время прогулки ко львам какую-то женщину прикусил лев. Какая-то там рана была. В общем, было целое судебное разбирательство, которое длилось 2 года. Был штраф. Было доказано, что она не то что была выпившая, да еще и не слушалась директора, не хотела идти к врачу после этого. Ну, в общем, там целая история. Сафари пока отменено, потому что, в принципе, нет регламента, как нужно проводить эту прогулку ко львам, потому что это уникальный проект, и надо разрабатывать целый закон под это. Опять же, бюрократия и здесь. Прям очень-очень жалко. Надеюсь, что все-таки это все вернется. В следующем году или после следующем я приеду сюда уже опять на прогулку ко львам, чтобы можно было гладить
львов. Ну а пока медитируем на мосту, ждем, пока мимо пройдут львы, пролетят вороны, слушаем исцеляющее рычание львов. Памятник лорду, первому вожаку сафари, который дожил до 25 лет. Я его гладил еще. С него и начались эти прогулки ко львам. После того, как Олег Алексеевич Зубков ему помог с его раной, сам зашел в сафари и прошел вместе с вожаком по всему сафари. С тех пор львы его стали признавать. Вот здесь этот въезд для сафари. Даже написано сафари. Тут все для этого сделано, но вот так пока. Ну, ждем и надеемся. Людей нет, там что-то 2 человека прошли на мостах далеко, я позагорал пока. Заросший фонтан. Все сделано в стиле того, что клетки случайно, видите, рассыпались. Мадагаскарский самолет. Львы разбежались, все заросло. Природа захватила цивилизацию. Тут живет целый прайд. Вот тоже хорошие, но не очень. Как бы хорошие, но не очень. О, он спит там, болтается. Привет, маманька. Не надо есть мою камеру, не надо. Карася маленький. Вот так начинается утро в Тайгане. Я глажу кенгуру. И красавица, я не знаю. Попрыгал дальше. А этот опасается подходить, мамашка. О. Запал. Так, уйди, пятак. На. Залезай сюда. Я видела, ты можешь. Залезай. Красуешься, да? Или ты меня испугать хочешь? Я не понял, что с тобой не так. Венценосный журавль, между прочим. Эй, одуванчик ходячий. Где? О. О. Смешной. Да? Ой. Да, красивый, да. Красивый. Тут что-то тоже строят, смотрите. Для акул это было бы странно. Это было бы очень странно. А вот и насухи. Ну или куати. Эй, носопырка. Смотри на них. Гулял по мостикам, вдруг нашел еще лемуров. Друг на друге лежат, облизываются. Лежат и похрапывают, между прочим. Там еще в кустах. Герда что-то доедает, скорее всего, это Герда. Траву ест. Надо же. Витаминчики, тоже хорошо. Почему-то уже открылся парк, включилась музыка. Чуть-чуть пораньше, но, видимо, первые посетители пришли, и задерживать никто их не захотел. Вот, так что сейчас пойду завтракать в кафе «Белый лев». Еще и цесаренок. Маленький. Забавно. Пингвиненок такой ходит. Капуцин плакса. Грустный такой. Ну, он же, у него же название капуцин плакса. Ты боишься высоты? А зачем мы сюда поехали? Каковы ваши ощущения?
Мама, я надеюсь, мы скоро приедем. Чья была идея сюда пойти? Моя. 150 рублей детский, Совсем детский 250 взрослый, совсем детский бесплатно. Но я уже больше, чем 3 года у меня. Аналогично. Красивые делаешь? растения. Едем на колесе обозрения, мама говорит, быстрее бы это все закончилось, кошмар какой жуть. Слезли, она говорит, ну почему только один круг? Но все равно было очень страшно. Очень было страшно, кошмар. Но хочется еще раз. Но хочется еще раз, но очень страшно. Мы не Ну, определились жалко, что мы пока. один раз прокатились, но второй раз бы я, может, и не покатилась. Я не знаю. Да. Всё, посмотрел на вас, пошел дальше. Ничего не дает. Что на вас смотреть дальше, да скажи. Может, скучают по людям, весело было, приезжали. Говорят, что это Марсель, хотя... Может быть, может быть. Как наш бантик, слушай. Тоже ругается. В глаз попал. Поел, Ну, ушел. поел и ушел. Правильно, а Да. что с вами тут еще делать? Ну, практически пустая клетка, а тут вон он, смотрите. Сколько птенцов. Это дом птиц в Тайгане. Посмотрите, мамашка какая маленькая. А самое смешное, что здесь написано розовый пеликан. Черная лисица или что? Енотовидная собака. Африканские свиньи. Директор. Здравствуйте. Я остановился в тенечке, посидел, написал немножко для третьей книжки. У меня почему-то заканчивается зарядка на камере. Наверное, заряжу камеру, а вечером поснимаю еще немного.